Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, поздравляю с спасительным праздником Воскресения Христова, с Пасхой Божией. Всякий раз, второй день Пасхи, мы по милости Божией совершаем божественную литургию в этом историческом кафедральном соборе всея Руси, в Успенском соборе Московского Кремля. Когда молишься в этих стенах, то невольно мысль обращается в прошлое. Оно никогда не было это прошлое для нашего народа и для страны нашей легкой. И тогда, в далеком уже 15 веке, когда великий князь Иван III, сделав очень многое для объединения всех земель вокруг Москвы, решил, что стольным градом великого государства должна стать Москва, то начал воплощать эту мысль в первую очередь со строительства кафедрального собора всея Руси, Успенского кафедрального собора города Москвы. Можно себе представить, какими трудными были те времена. Нашествие иноплеменных, междоусобица, смятение мыслей, потеря национального самосознания. Все это прикоснулось к жизни нашего народа. Но по милости Божией именно в 15 веке при великом государе Иване III закончились все эти междоусобные брани. Возникла новая столица единого русского государства, город Москва. И возникла эта столица на месте сем именно потому, что был здесь построен Успенский собор всея Руси. И сегодня, когда мы, как народ, сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всея Руси. И особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах. Мы в храме, который является общенациональной святыней и одновременно храмом-памятником, воссозданным, созданным в знак объединения всех русских земель. Правда, еще оставался Новгород, но там сложилась совершенно особая ситуация, связанная с пограничным характером этого города, а Русь была объединена. Вот и сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. Не просто все складывается вокруг нашего Отечества. Вы осведомлены об этом не хуже меня. И потому народ наш сегодня особенно должен сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси, вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила. И покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, вот до тех пор и будет Россия непобедима. Победа – это всегда не только победа физическая, это не только победа оружия, с которым воин встречает врага. Это всегда победа духа. И сегодня очень многие хотели бы, чтобы этот дух исчез. А для того, чтобы было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новым псевдоценностям,
перевести сознание человека от горизонтального измерения жизни, который соединяет человека с Богом, из вертикального положения, который соединяет человека с Богом, вот этой горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела. Мы должны сохранить. Это наше, если хотите, особое призвание. Беречь веру православную. Беречь единство нашего народа. Не поддаваться ни на какие соблазны и посулы. Наши благочестивые предки-герои, в том числе и те, кто строил этот собор, все хорошо знали и понимали. А потому и соборы строили как крепости, сознавая, что в какой-то момент, может быть, придется за их стенами вести оборону, что и было неоднократно в истории нашего Отечества. Достаточно вспомнить героическую оборону Смоленска, когда враг прошел через крепостные стены, и только остался один собор, ставший последней крепостью и убежищем защитников. И они не пожелали сдать собор. Собор был взорван, похоронил под сводами своими защитников, которые остались непобедимыми. Вот пусть все эти замечательные героические примеры нас сегодня вдохновляют на защиту нашего Отечества, на защиту нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле. Пусть Господь хранит нас в подлинной свободе. И все это непосредственно связано с сохранением веры православной в сердцах и умах нашего народа. А потому мое слово сегодня не только к тем, кто стоит в этом храме, и даже не только к чадам нашей церкви. Мое сегодняшнее слово обращено ко всему нашему народу, особенно к тем, кто по традиции, по вере предков принадлежал к православной церкви. Пора возвращаться в свой духовный дом, чтобы иметь ту силу, которая способна нам содействовать в том числе и в борьбе за нашу подлинную независимость и за нашу свободу. Пусть Господь хранит нашу землю, пусть Господь хранит наш народ, пусть Господь благословит путь к тем нашим братьям и сестрам, которые крещены, но которые еще как бы не вошли реально в ограду церкви. Да хранит Господь воинство наше, власти наши и всех тех, от кого сегодня особенно зависит защита нашего Отечества. Молитвами святых угодников Божьих в этом историческом соборе всея Руси мы укрепляемы дивным примером наших предков. Особо возносим сегодня молитву о вере православной, о сохранении единства нашей церкви, о сохранении единства нашего народа, о свободе и независимости нашего Отечества. И да поможет нам Господь таким образом жить, устроять свои отношения друг с другом, чтобы ничем не омрачать Господа, но чтобы наша жизнь споспешествовала нашим молитвам, дабы они были услышаны, и дабы милость Отца Небесного простерлась над нашей землей, над нашим Отечеством, как она простиралась на протяжении тысячелетней истории, и как она особенно простиралась в трудные, опасные, критические моменты этой истории. Да сохранит Господь землю нашу, народ наш, церковь нашу, властей и воинства на многое и благое лето,
многое лето. Еще раз всех поздравляю, благодарю отцов, с которыми сегодня имел возможность вместе помолиться, хор наших добровольцев, который ангелоподобно сегодня пел. Но это еще ангела, но не архангела подобно. Стремитесь к большей славе. Еще раз всех вас поздравляю с праздником Святой Пасхи.